Так, и что, у нас вот так видос прямо из переулка начинается. Митяй. Переулка, привет из переулка. Привет из переулка. Мы где-то оказались, и нам вот в эту дыру. Митяй, залезай. Я шучу, нам не сюда. Короче, мы уже в другом городе вообще находимся. Сейчас сами будем пытаться понять, где. В отель пока заселиться не смогли, потому что время 7 утра. И у нас заселение в час, поэтому мы скинули шмотки и идем просто гулять. Что у нас, как обычно, пить кофе, позавтракаем что-то и будем изучать этот город. Ой, а смотрите, здесь такие маленькие микростульчики для микролюдей. День можно начать с хороших новостей. Хорошие новости заключаются в том, что мы сейчас находимся в городе, в котором будет классная погода. Мы, наконец-то, уехали из сезона дождей. Пока пьем кофе, найдем, где можно позавтракать очень вкусно. И дальше будем перемещаться в сторону центра города и его исследовать. Нормально. Взяли себе по кокосовому кофе. Мега просто. Смотрите, как они делают. Снизу сливки кокосовые, в центре кофе, сверху сливки. Взболтать, но не смешивать, Митяй. Как мартини, понял? Так, ну что, тут город-то просыпается. Смотрите, мужики уже играют вовсю местные шашки или шахматы. Все ниже и ниже. Ну, Митяй, присядь-ка. Опачки. Мы тут остановились, на самом деле, позавтракать. Митяй, он особо не завтракает, а я вот с удовольствием обычно ем что-нибудь с утреца, если удается возможность. Смотрите, локалочка 30-50 донгов суп стоит. В принципе, это классная цена для локального местного супа. Смотри, Митяй, а это как бы комплимент от заведения, чисто специально для тебя. Чисто перепелиные яички. Да? Деликатес. Что, угощайся, это бесплатно. Я заказал всего лишь один суп, они уже принесли тарелку яиц и какие-то, я не знаю, что это, хлебушек жареный. Тут суп принесли. Короче, это, блин, крабовый суп, бро. Это суп с крабом. Просто он по вкусу как краб. И вот это я не знаю, что такое. Как это страшное, смотрите. Какой-то отросток какого-то органа. Ох, блин, ну ладно, что, позавтракаю вот так вот. Приятного аппетита всем. Мне кажется, первый раз в жизни ем крабовый суп. По вкусу как морепродукты. Прикольно. Это самое дорогое блюдо в этом ресторане придорожном. Оно стоит 55 донгов, крабовый суп. Это был лучший крабовый суп, который я ел за сегодняшний день. Это стопудово. Реально, суп просто божественный. И место какое-то знаменитое, походу, делают. Очень много оценок. Там толпа народу сидят внутри. Бабушка только успевает наливать. Все маленькое, да? Заметил такое? Маленькие чашечки, маленькие, даже специально, видишь, маленькие яички эти начали они делать. Смотрите, такой вот утренний алтарь, утренний завтрак такой у кого-то. Булочка, стаканчик кофе и немножко бычков с благовониями. Это подношение для какого-то умершего человека. Мы двигаемся сейчас к главной точке этого дня. Я думаю, что пора открывать карты и сказать людям, где мы. Где мы? Мы находимся, друзья, в городе Хуе! Мы в Хуе! В очередной раз, друзья, в Хуе. Только в этот раз, в прошлый раз я здесь был с Никитосом проездом, автостопом. А в этот раз мы решили вот с Митяем основательно здесь остановиться на какое-то количество дней и посмотреть императорский, запрещенный, пурпурный город. И вообще, собственно, достопримечательности. Город красивый, кто не в курсе, это бывшая столица Вьетнама. И здесь находится, в общем, здесь похоронены все императоры Вьетнама. Получается, город внутри города. Запрещенный город императора, который раньше был запрещенный для всех. А теперь это наследие ЮНЕСКО, и туда можно заходить, тусить там. В общем, просто достопримечательность. Начинает припекать, прямо жестко, после дождливого иньбиня. Тем временем мы идем вдоль стены, которая должна нас как-то привести в запретный или запрещенный город, бро. Почему он запрещен? Потому что... Нет, потому что ранее в этот город можно было только императорам и приближенным императора. И то далеко не всем. Можно, кстати говоря, прямо отель снять внутри этого запрещенного города. Запрещенный отель. С запрещенным номером. С запрещенными веществами, с запрещенной едой. Все внутри абсолютно запрещено. Как в той истории в черном городе. Черная комната. Что такое название вот этого города? Хуе. Что же это значит, само вот название Хуе? Кто бы знал, друзья. Но я знаю одно, что слово «хуе» прозвучит в этом видео очень много раз. Потому что, вообще откровенно, город
Охуенный. Охуе. Он очень чистый, очень такой опрятный, знаете, и реально, я когда первый раз здесь был, я сразу понял, что, блин, вот это реально столица. Ну, как бы, бывшая, понятно, но они поддерживают этот уровень какой-то культурного наследия, чистоты. Здесь очень много каких-то памятников, архитектурных сооружений. И вот впереди уже мы практически дошли до стены того самого запрещенного. Пока что абсолютно нет понимания, есть ли там билеты. Возможно, сам вход в город бесплатный, а вот внутри уже там есть некоторое количество, по идее, каких-то музеев, может быть, какие-то императорский дворец там сам, в который уже будет отдельно вход оплачиваться. Сейчас будем все это изучать, в процессе познавать. То есть представляем, да, раньше здесь стояла стража, возможно, был какой-то гейт, и внутрь никого не пускали. Вы от императора? Нет, все, до свидания. Чало. Итак, мы внутри. Сразу в глаза бросаются огромные пушки. Надо раздобыть себе пушку. Жить стало трудно без пушки. Are you gangster, mister? Я гангстер, мать твою. Со мной не связывайся. А то убью. Вот это я понимаю пушка. Представляешь, посмотреть бы, как с этой пушки шмаляли. Это выглядело, мне кажется, эпично. Огромное здесь просто пространство. Приложу вам карту, чтобы вы понимали, насколько этот город большой. Это в прямом смысле город внутри города, обнесенный 4 стенами. То есть это насколько нужно было быть крутым и каким-то властным чуваком, чтобы сказать «моё». Никому сюда нельзя. Представляете, император просто бродил вот здесь, ходил такой, и как Кощей над Златом чах, потому что кроме него и его наложниц здесь никому нельзя было находиться. Я читал, что сюда даже не каждая свита и охрана могла, ну то есть приближенные, прямо очень приближенные только люди. Сейчас время 9 утра. А у нас заезд в отель только в час. И я думаю, что мы будем просто до талого смотреть этот город, пока не посмотрим, не устанем. Может, мы попробуем подняться на флагшток сначала, прежде чем углубляться. То есть брусчатка, а под брусчаткой катакомбы. Друзья, катакомбы, в которые, я уверен, что есть где-то вход. И наверняка под этим запретным городом находятся немаленькие катакомбы, где можно полазить. Так, первый флагшток. Гигантский флаг. И смотри, там камеры висят. Первое, что бросается в глаза, это бойницы. Император построил себе, закрытый город, сказал, это мое, я никуда отсюда не буду выходить, никому сюда нельзя. Поставил пушки, чтобы обороняться от тех, походу, кто захочет попытаться. Если бы кто-то захотел захватить императора, то здесь, вон, смотри, линия обороны, еще ров выкопан, через который просто так не перебраться. В общем, он как-то чего-то боялся. Как-то, да, по ощущениям. Вот интересно, кстати, сходить в местный музей и посмотреть. Наверняка здесь, если здесь был император, у него, наверное, были какие-то сокровища, как у любого императора. И, наверное, есть какое-нибудь самое знаменитое, самое дорогое сокровище императора Вьетнама, какое-нибудь вот как яйцо Фаберже там, или какая-нибудь корона, и, может, у них там скипетр или меч в бриллиантах весь. Если не растащили уже все. Что вероятнее всего. У пушек дуло запаяно. То есть на всякий случай, так как говорится. Представляешь, вдруг кто-то ядро принесет, пороху туда засыпет полмешка. Такой пранк устроить. Решит пальнуть. Даже стеклом заделали дуло от пушки. Что за прикол? Зачем? Вход точно есть, потому что наверху пушки, но... вон он вход, смотри. Смотрите, кстати, облачно достаточно. Нам сказали, что 2 дня будет хорошая погода, но... выглядит так, как будто бы, может быть, даже и дождик прольет. Брось, у тебя гвозди сыпятся. Это гвозди. 2 гвоздя упали в лужу, как фамилия грузина. Заржавели. Заржавели. Стоит байк, ворота, ведущие вверх, закрыто на замок, намекают, что сюда нельзя. Неприступная стена, то есть давайте сымитируем, как будто я враг, и мне нужно преодолеть эту стену. То есть, что как туда попасть? То есть... Лестницы. Никак не залезть, как бы. Здесь только лестница, а сверху, смотри, там еще какие-то есть забор, и они поливали кипящим маслом. Ага, или кирпичи на башку кидали, наверное. Да, то есть неприступная крепость. Да. Лично проверено. Впереди замечена пустынная ящерица. Сейчас мы попробуем ее заснять. Вот он, хвост торчит. Блин, нифига! О, нифига, она здоровая! Блин, что-то резкая. Такие, знаешь, даже башни, наверное, которые были тоже охранники, может, лучники какие-то. Ага.
Женщина в красном от нас сразу спряталась, я нашел другую. У них красная вечеринка. Давай посмотрим, что внутри. О, здесь приятно, прохладно. Здесь абсолютно ничего нет. То есть для чего вообще эта постройка была? Смотри, с луков отсюда не то чтобы стреляли. Вот наверх можно зайти. Самая верхняя часть. Так, подожди, откуда она с чемоданом выехала? Вы, женщина, вы здесь живете? Может быть, здесь можно сверху снять пентхаус? И выливать маслом горящим. Смотри, здесь можно ездить на скутерах, потому что пешком это может реально занять немало времени. Там еще одна часовня впереди. Чувак из отеля нам сказал, что примерно часа 2-4 нужно, чтобы реально все посмотреть. В общем, мы решили, что вокруг не будем обходить по стене, потому что это не так интересно, и там солнышко еще подпаливает. Пойдем сейчас максимально пытаться в внутреннюю часть проникать. Похоже вообще на грибные поляны тоже. Это даже какие-то были действительно грядки. Нету ли здесь грибов, например? И пошли собирать грибочки. То есть, получается, все, что мы здесь добудем, это будет запретным считаться. И тайная. Так, мы к тикет-каунтеру подошли. Так, в общем, что мы узнали? Смотрите, гид стоит 200 донгов, раунд-трип вокруг этого всего закрытого города. Еще вот здесь на карте посмотрел, что в основном показаны, отмечены циферками, то есть достопримечательности находятся вот только вот здесь. А вот в верхней части какие-то автобусные остановки и вообще ничего не отмечено. То есть такое ощущение, что там вообще ничего не происходит. Берем билеты. Синтяо. Вход в запретный город 200 донгов с человека. Это только сам город. И мы решили, что мы сначала посмотрим этот внутренний город, а потом, может быть, отдельно в какую-то гробницу съездим. Здесь 3 или 4 гробницы находятся. Билеты все-таки с QR-кодами. Билетики. Проходим в запрещенный город. Есть с собой запрещенное что-нибудь? Что тут, карпики-то есть какие-нибудь? Нифига никого нет вообще. Даже змеи не ползают. Ну что, погружаемся. Мозаичная история избитой посуды. Назад дороги нет, как говорится. Мы проходим через запрет. Запрет запретов. Thank you. С этими с погонами, просто наш чувак пропускал. Крайне Официально. То есть во внутрянке тоже сдаются скутеры эти в аренду. Так, что тут написано на вот этой табличке сверху? Пиньян Чунчжэн. Это, наверное, какой-то один из императоров. Все фотографируются, их одевают в какие-то древние наряды. Вот это модник, вот это да. Итак, у нас впереди здание, пока я не могу сказать, что это за здание. Написано, что внутри нельзя фотографировать. Блин, это очень удручает. Попробуем. Если получится, сниму. Если нет, то буду рассказывать. Короче, такой вот мегазал для аудиенций. Особо внутри там снимать типа нельзя. Но я чуть-чуть поснимал. В общем, это зал для аудиенции. Там, в принципе, вот так вот все и выглядит внутри. Новодел золотом, смотрите, все расписано. Видите, не похоже, что это вообще старинная какая-то история. То есть все отреставрировано, очень мощно. Митяй говорит, что пахнет старостью. Мне кажется, что пахнет реставрацией. Просто краской, какой-то лаком. Ну, красиво, ничего не скажешь. Вот это просто зал для аудиенции, где там сидел император на стуле и принимал гостей, по ходу дела. Еще глубже спускаемся. Это что, мега-чан, бро? Ты понимаешь, что это? Мега-ведро 1660 года. Вот это мега-ведро. Может быть, в нем купались или что-то такое. Здесь какая-то вообще произошла, я не знаю, демонтаж. То есть вот здесь какое-то здание стояло, его снесли. Здесь тоже какое-то здание снесли. Что-то тут происходит, в общем говоря. Реконструкция. Переделывают, все доделывают. Какое-то старое здание, проходит экскурсия. В общем, как вы понимаете, вот эта вся историческая история, честно, блин, я не то чтобы люблю вот это углубление в историю, потому что, по моему мнению, история, она, переписана 1000 миллиардов раз. И в том числе история этого императора. Она тоже там все преувеличено, наверное. Хрен его знает, где там правда. И вряд ли мы с вами когда-то узнаем ее. То есть, если прочитать то, что пишут в интернете, где-то в каких-то книжках, это не значит, что все было вот в действительности вот так. Просто так нам хотят это преподносить. Поэтому я предпочитаю просто смотреть своими глазами и фантазировать. Как по мне, это плюс-минус то же самое. Даже интереснее местами получается. Рассказывается история и показано, как это все выглядело. Например, вот, смотрите. Жена императора идет на прогулку. Опахалами ее машут, чтобы ей не жарко было. Там третий мужчина зонтик сзади держит. Короче, ухаживают за императрицей. А вот эта женщина меня пугает.
У него взгляд, как у маньячины. Вот это? Чуть-чуть покажу. Ну, все снимать не буду, сами понимаете, их тут до хрена. Вот с той стороны просто получается, это такой замкнутый круг. Так, я пока что не понимаю, почему одни женщины изображены. Леди Тиен Кунг, королева-бабушка. И вот еще одна королева-бабушка. Может, это одна и та же бабушка. Так, а это что такое? Смотри, это похоже на локацию прямо из игры «Серьезный Сэм». Я всегда, когда попадаю в такие обширные локации, у меня в голове начинает играть вот эта музыка, барабаны. И сейчас побегут монстры. Слышите? Непопулярный маршрут, походу, делал. Кроме нас здесь никого нет сейчас. Ну вот эта стена древняя, это вот сохранилась с тех времен, наверное. Я думаю, да. Хотя кирпичная кладка. Была тогда кирпичная кладка? Я, когда смотрю на древность и вижу кирпичи, я с трудом представляю себе это прям такой уже древностью. Окей, 200 лет назад, хорошо. Но что такое 200 лет? Это 2 поколения. Ну окей, 400 лет назад, пускай 4. Да клали, наверное, кирпичи. Мне кажется, что вообще люди сразу, как только зародились, они придумали силикатный этот кирпич. Этим занялись, начали класть. Да. Так строим стены. Но они не были настолько умны, чтобы придумать кирпичи Лего. Вот здесь вот они почему-то не захотели все это реставрировать, просто подпорки какие-то сделали, чтобы это до конца не развалилось. Знаменитая пробоина, да, какая-то? Ну что, пошли прямо. Смотри, туда достаточно глубоко можно уйти. Раньше здесь какая-то движня происходила. Смотрите, какие масштабы. То есть какое количество людей находилось ранее внутри этого запретного императорского города. Если здесь был император, его охрана, какие-то наложницы, там жены и так далее, семья, то это не так уж и много людей для такого огромного пространства. Мне кажется, они тут бродили просто вот в пустоте совершенной. Только пару рабов рядом вот так вот махали им веерами. То есть это получается внутреннее кольцо, по которому можно уже на транспорте кататься. А так вообще практически везде можно проехать на этих велосипедах электрических, которые там сдавались по 70 донгов в час. Сколько человек надо? Минимум 4 человека, чтобы отнести человека. А вот здесь что у них происходило? Чаепитие, церемонии. У нас есть стол, стул, печатная машинка. А что? О, бро, здесь смотри, оказывается, здесь нельзя было снимать, нельзя было заходить в кепках, нельзя трогать, нельзя курить и нельзя в шортах. Практически все нарушили, блин. Ну ладно, что поделать. О, красный франгипани. Интересно, цветочек есть? Опа. Тоже классный запах. Чуть отличается от белого. Вот этот с запахом ванили, что ли, или чего-то такого. Очень крутой тоже. Блин, франгипани — это любовь. Смотрите, а вот это уже киберпонк. NFC. Прикладываешь телефон, через NFC-метку что-то тебе там открывается. Не знаю, еще посмотрим. Сканировал я эту NFC-метку, и мне там всплыло сообщение: поздравляем, вы успешно разблокировали дворец там какого-то Нгуен Тхо. То есть это какая-то игра внутренняя, где ты ходишь и собираешь эти метки и разблокируешь как бы части этого большого замка. Целое поле цветов. Мы, кстати, в самое такое время, когда все цветет кругом. Страшный сон аллергика. В общем, прикольно. Здесь есть какая-то игра. Это как квест. Нужно ходить и открывать всякие разные места. Про каждое место вот так прикладываешь NFC-шку. И там написано, что это такое, чья это гробница, и кто вообще здесь что делал, и так далее. Но мне это не очень интересно. Еще один музей. Миниатюра этого здания и немного фотографий старинных. Старые люди, новые люди. Слушай, ну королева такая симпатичная, да? Ну, да, ничего очень даже. В общем, мы так неспешно прогуливаемся. Мне кажется, что мы рандомно просто закрываем части этого города. Не хватает какой-то онлайн-карты. Ну, в целом прикольно. В целом интересно, конечно, это все. Но слегка скучновато. Лично для меня смотреть на эти старые фотографии, не знаю, я бы не сказал, что я прям типа в восторге и хожу с открытым ртом и такой типа: о, господи, как здесь прекрасно. Новая локация. О, да, франгипаньки. Самое главное — это найти цветочек франгипани. Бара, изба какая-то. Сейчас закрыто все? Да, все закрыто, непонятно. А что так? Может, постучать надо? А, это столовая, бро. Просто столовая. Смотри, что, у императора такие стулья пластиковые были? Странное место. Ну, здесь живописно так, да? То есть такое спокойное место, такой сад. Да, здесь бы это, гамачков пару. И покачаться. Так, все это выход, получается, во внешнее кольцо. Смотри, там уже кафе какие-то начинают. Смотри, гнездо там сверху.
Здесь достаточно много каких-то заворотов, своротов, гробниц. Уже все похоже друг на друга. Так, я не помню, мне кажется, мы здесь еще не были. Везде, кстати, есть аудиогид с QR-кодами. И здесь на входе можно за 100 донгов взять вот этот аудиогид с наушниками и на любом языке, собственно, сразу прослушивать, что это такое. Тоже прикольно. Идешь, слушаешь. Вот здесь циновка такая красивая с драконом. И алтарь. Тоже без никого. Никого на нем нет. Мы подходим еще. Это храм, получается. Мы под дресс-коду проходим вообще в храмовую. Так, снимать внутри, как обычно, нельзя, ничего нельзя, так что, храм и храм, друзья. Как бы, я не знаю, неужели среди вас там столько людей, которым прям вот интересно посмотреть, что там? Можно вот отсюда вот вообще все это увидеть. Вон он, походу, делал молодой император. Вообще, да это ж поц просто, смотри, ему лет 10. Представляешь, бро, вообще в 10 лет, вот просто тебе 10 лет, и тебе говорят, ты император. Ты император. Ты должен династией просто править. Да. И ты такой говоришь, блин, я хочу играть в Майнкрафт, какая нахрен династия? Давай, что ли, за императора зажжем палочку. Естественно, начал приходить абсурд в голову. Стоишь мокрый, ставишь, говоришь, а теперь баночку за императора, палочку поставить. В общем, странная гробница это. 10 императоров, 10 урн с прахом. То есть это каждая комнатка такая была, где стоят эти урны. Сзади и там как-то головные уборы их были. Почему они не разрешают это все фотографировать и снимать? Все равно по итогу, видите, нельзя, а оказывается можно, потому что я-то снял кусочек. Смотри, нельзя просто трогать, нельзя снимать, нельзя в кепке, нельзя в громкоговоритель говорить и курить. Интересно, можно все это совместить? Одеть кепку, шорты, майку, взять громкоговоритель, фотоаппарат и сигареты в зубах, и идешь, прикинь. Такой просто шаблон. Где здесь императора посмотреть можно? Костюм сделать, прикинь, это все. Я думаю, они точно оценят. Надо все трогать руками, проходя. Я не знаю, мне, честно, я не знаю, что здесь смотреть, бро. То есть зачем даже вообще туда подходить? Это просто столы, на которых стоят вазы с циновками дракона сзади. Император бы тут сошел с ума, если бы тут вообще нечего было делать. Говорит, повесьте хотя бы циновки. Слушай, единственное, вот что мы заметили здесь вообще в целом в городе Хуе, это гигантские деревья просто. Посмотрите, что это за дерево. Это мега-дуб тропический, на котором еще и орхидеи, смотрите, растут. Причем они разные. Да. Да, конечно, так-то большой объем всего происходящего и много различных объектов. Вот здесь, видите, есть второй этаж, но туда вход запрещен. Так, а вот ветка прокачки императора. Прокачки скиллов. Его навыки. Ну да. Видите, самый первый император. Тут такой портрет еще сохранился, да? Там сложно вообще сказать, кто был этот человек. И всего один из всех них есть вот маленький поц, который причем прожил, на минуточку, 45 лет. Почему фотография мальчика маленького, непонятно. Абсолютно тот же самый дракон, которого мы видели в Ниньбинь на затопленной пагоде. Да, точно. Деревянный. Так, ну что, мы уже благополучно заблудились с Митяем, мы абсолютно не понимаем, где мы находимся. Так, в общем, нас тут обрадовал охранник, он сказал, что если мы выйдем за пределы вот этого вот внутренней части города, то мы обратно уже не сможем зайти, поэтому мы не можем выйти. Как бы пока мы здесь все внутри не обгуляем, отсюда выходить нет особого смысла. Так что вернулись обратно. И сейчас посмотрел по карте, здесь есть какой-то музей изящных искусств, который вот прям хочется посетить. Маршрут такой не короткий, то есть здесь, может быть, по километру вот так можно вперед, налево, потом еще пересекать. Поэтому, конечно, велосипеды — это тема. Вот это тоже отмечено на картах, какая-то известная воротина. Красиво. Ну и ладно. Так, мы продолжаем исследование. Исследуем. На самом деле мы обходили уже, половину точно, мне кажется, мы обошли. Центральную часть мы видели. В целом остальные небольшие места — это вот урны какие-то императоров и незначительные, так скажем, достопримечательности. Наверное, здесь на обед звали всех, когда не трогать руками, не бить. Хотелось бы, да? Конечно. О, смотрите, интересно. Это золото настоящее? Я думаю, что нет. Реплика написано. Это как бы с настоящего, получается, сделана реплика. Вопрос тогда один. Где, блядь, настоящее золото? Настоящее давно уже расплавлено. Золотые слитки.
То есть у каждого императора была вот такая печать. Видите, там еще они так зеркало поставили, чтобы можно было внизу посмотреть то, что на дне. Императорская печатка. О, а вот это как раз миниатюра нашего города, где мы находимся. Давай посмотрим, где мы были, а где мы не были. Вот он, этот флаг. Вот здесь мы прошлись по стене, зашли внутрь, прошли через вот эти центральные все домики. И где-то вот тут вот мы блукали. То есть мы, короче, вот здесь не были, где форт вон тот. Вот здесь вроде бы не были. Здесь тоже интересно, что за храм. Не хватает интерактивной карты в таких местах. То есть ты заходишь, ну что, сложно что ли сделать какую-то апку? Сколько денег они зарабатывают ежедневно, чтобы разработать всего лишь приложение, где ты на входе сканируешь QR-код и скачиваешь себе приложуху, и ты видишь, где ты находишься, ты видишь, где ты был, ты видишь, куда тебе еще нужно сходить, закрывая точки. То есть они сделали игру вот эту, где ты NFC прикладываешь, но этого недостаточно, на мой взгляд. То есть не хватает именно карты. Это получается императорский темпл. Смотрите, все новодел вообще. Бетонные новые ворота, вот эту всю историю, гляньте, они просто с нуля все выточили. А вот там внутри, где должен быть императорский храм, они его еще не построили. То есть они сейчас с нуля просто его соберут, как представляли они его себе. Может, у них чертежи какие-то есть. Короче, чем больше вот мы тут ходим, тем больше я вижу, что ну такое себе. Я по большей части хожу и пытаюсь представить, что здесь происходило. То есть здесь был император, у него была армия. Вот эти поля, смотрите, таких квадратов здесь очень много. На них ничего абсолютно нет. Тут, возможно, как бы тренировки армии происходили. Или что они тут в регби играли. Получается, большая зона под усыпальницей сделана. Потом здесь есть у них театр. Сейчас мы до него дойдем. И еще какой-то музей. Ну вот мы видели уже небольшой музей со штампами. По сути дела, все. Ну ладно, пока еще рано говорить. Сейчас закроем остальную часть. Нашли сувенирную лавку местную. В общем, здесь можно купить такой небольшой бетонный блочок и самому, собственно, этот бетонный блок распотрошить молоточком и достать оттуда типа копию артефакта из королевской сокровищницы. В целом, это интересная забава для детей, наверное. Ну, и так кому-то для сувенира подарок. Вот это уже вообще от слова совсем не похоже на какое-то императорское. Похоже на типичное вьетнамское государственное желтое здание. Сад. Да, какой-то королевский сад. Вон звуки болгарки слышу. Мастер-классы для детей. Можно посидеть, пособирать какие-то кубики. В общем, тут ничего особо не происходит. Тут даже вон плакаты, что тут дети как бы могут порисовать и так далее. Такое ощущение, что чем глубже мы углубляемся в этот императорский город, тем кринжовее он становится. Ну, то есть какие-то, я не знаю, мне кажется, это не сильно соответствующие этому месту какие-то, да, сувенирные истории. Я уже не помню, эти арки, они все похожи друг на друга. Смотри, вот здесь драконы уже другие. Эти драконы с усами, а у этих есть усы, смотри, какие длиннющие. Может, у тех они отвалились просто? Так, и это тоже выход. Все, это выход из нашего города. Так, ну мы опять пришли в какое-то пустое помещение. Ничего нет. Что здесь должно быть? Или оно еще пока не построено, такое ощущение. Мы просто блукаем. Уже, честно, уже интерес я практически потерял к этому месту. Блин. О, это маленький ящероподобный лизард. Смотрите, какой красавчик. Она прям медного цвета. Аж переливается на солнце. Обожаю рептилий. Это местная ящерица, достаточно крупная, кстати, особь. Бронзовка, мне кажется, она называется, потому что, смотрите, она прям бронзового цвета. Очень красивая. Похожа на сцинка. В общем, вы сами поняли, мы больше отвлекаемся реально на ящерицу, чем на вот эти вот достопримечательности, в которых абсолютно нечего делать. То есть исторические моменты, да, они тут как бы есть. Мы в них не углубляемся, и поэтому для нас это выглядит просто как дом, в котором стоит очередная урна, в которой находится очередной император с очередными драконами. Тут, по идее, где-то должна быть царская сокровищница, но мы что-то не можем ее найти. Вот это тоже какой-то семейный темпл. Вот эта вот вся мозаика тоже кажется, что, блин, кажется древняя. Но вот смотрите, вот увеличиваю я эти усы дракона. Вы видите, что это? Это какие-то две, блин, пружинки. Это что за вообще кринжатина? Кто додумался вот таким образом зареставрировать, блин, усы дракона? Просто металлической пружинкой какой-то. Да, какое-то странное состояние этой гробницы императорской. Ну, закрыто. Здание находится в очень плачевном состоянии, на самом деле. Это уже больше похоже, что мы попали туда, куда не заходят обычные туристы.
Опачки. Слушай, это что, горелки, что ли, огромные? Как, знаешь, фитиль подкручивать, лампа? Да, смотри, это как огромные керосиновые лампы. Ага. Такое ощущение, что здесь готовились к какому-то празднику. Старое, смотри, вот эти все уже тряпки, они гнилые просто. Что это вообще было за здание? Это точно не старое здание, это какое-то новое. Но выглядит оно хуже, чем, древние императорские. Вот так, друзья, рисуется древность. Сидит чувак и просто золотом расписывает колонны. Такое впечатление, что это вообще пишет старый модель. Бро, тут кто-то свои портки сушит. Друзья, мы находимся в хате императора. Вот здесь император сушил свои портки. Прачечная императора. Добро пожаловать. Вход 200 донгов. Уже видишь, деревья прорастают прям сквозь него. Кстати, красиво выглядит. Друзья, это редкие кадры. Это перчатки императора. На каждый день и на выходные красные, на воскресные. Похоже по описанию на императорский сад, который создается прямо сейчас. Тут запах краски. Вот здесь все красят, все эти колонны. Потом повесят таблички, что нельзя фотографировать тоже. Тоже закладывают какое-то, я не знаю, будет какое-то здание. Мы, зашли в какую-то строительную зону просто. Простите, друзья, эта часть императорского дворца еще не достроена. Император просил передать, зайдите попозже. Ну что-то они здесь собирают, вот какой-то сад, типа. Может быть, вечером это все будет подсвечено. Я даже не вижу, чтобы здесь какое-то освещение было проведено такое. О, наверное, это древняя императорская умывальница. Вау. Осветится как бы... О, императорская вода. О. Освещает? Освещает. Я чувствую какой-то эффект Есть, да? императора, присутствие. Да. Ощути его. Империруюсь! Вот скажи, было бы круто, если бы здесь была императорская столовая, где можно было бы попробовать реально вот блюдо, прям приготовленное так, как готовили раньше императору. Какое-нибудь его любимое блюдо. Обалденно. Типа, да, императорская кухня. Что ел император? Чем дальше мы заходим, тем все страннее происходит. Здесь вот какие-то ветки набросаны. Может, это какие-то императорские искусственные джунгли? Так, нам нужно найти императорский театр. Так, друзья, мы заходим в императорские сады. Ну, как минимум, про все это место можно сказать, что здесь спокойно, нет никакого шума, и можно погулять, помедитировать. Очень приятно. Смотри, дерево каштан. Да? Это не каштаны, это инжир, мне кажется, бро. Инжир. Смотри, похоже, да, на финики? О, так это и есть инжир, ты чё? Может, это реально настоящий инжир? Как не растет? Не, вообще это инжир. По вкусу как яблоко. Вот этот сад поприкольнее выглядит, чем прошлый. Да, внутрь зайдем. Так, ну что, здесь императорский стул. Бро, присаживайся. Сейчас будет проходить аудиенция. Фу. Вообще, да, как бы приятно. Почувствуй себя императором в императорском саду. Почувствуй императорскую прохладу. Я чувствую. Изучаем сувенирный магазин. На самом деле много всего. Тут есть палочки благовония из агара. В основном шляпы. Вот женщина сама делает шляпы из листьев лотоса. Вот такие первый раз вижу. Очень прикольно выглядит. То есть такая натуральная тема, но они сверху их лаком покрывают. Говорит, что может до 5 лет служить, если их даже под дождем носить. Что, взял пачечку агарвудовых благовошек. Да и в принципе и все. Благовония 65 донгов стоили за пачку. Что тут, бро? Немножко рыбок плавает тоже какие-то. Я уже устал открывать эти императорские локации, а они просто бесконечные. Так, какой-то павильон. Я не знаю, я уже устал, бро. Немножко утомила вот эта вот вся история. Не знаю, вроде бы солнце еще не палит, потому что все за облаками, но все равно какая-то слишком расслабляющая, утомительная история. Вот здесь император, значит, выходил. Давай, Митяй, ты как бы будешь олицетворять императора в этом виде. И вот так император выходил. Идти очень медленно, ему да, не важно. с серьезным лицом императорским. И вот он выходил, так разводил руками, смотрел по сторонам и говорил: «Внимайте, люди мои!» Говорит
моему императризму. Я король мира. Так, ну и здесь вот такой пруд, как бы, я не знаю. Хотя бы мостик можно было сделать, чтобы туда прыгнуть и поплавать вместе с этими рыбками. Смотри-ка, а что это за огромное здание? Мы вот этого точно не видели. Вон, красное. Не музей или изящных искусств это? Блин, не, это опять сувенирная лавка, замаскированная под музей изящных изяществ. Я уже купил сувениры. Такой голос, фу, блядь, где этот ебучий театр? Помогите, мы заблудились в императорском дворце. Как отсюда выйти? Поле за полем, поле за полем. А, кстати, по газонам ходить или не ходить? Ходить тропа есть. Видишь, императорский голубь, друзья. Голубь ходит, девушка, мы идем. Так, а вот это место, как будто бы я уже начинаю вспоминать. Были ли мы здесь? По-моему, мы здесь были. Так, впереди какой-то красный дом с намеком на то, что это может быть тот самый театр, который мы не можем найти. Вот это тоже похоже на более-менее такое старинное здание. Тоже все в мозаике. Я уже запекаюсь. Я представляю, что как вот император, представляешь, ему нужно было каждый день вот так вот ходить здесь, бродить. Откуда у него столько сил было? Ему держали зонт, естественно. Ну и еще было 2 раба с опахалами. Да, обдували. А я, кстати, бабушкин веер забыл. Я надеюсь, что внутри там кондиционер будет. Ладно. Проходим. Тут люди тоже уже что-то подзавяленные все. А, понятно, здесь гардеробная. Бро, переодевайся. Императора так приступаешь. Здесь, походу, можно взять в аренду наряд какой-то, пофотографироваться, я так понимаю. Да, там так все ходили. Некоторые девчонки. Угу. Тут банкетный зал какой-то, столовая. Императрицы мы их уже видели. Сервиз, смотрите, это не трогать, это только когда гости приходят. Не трогать. Руками. Не сидеть, не трогать, ни до чего не дотрагиваться. А что для чего, простите, вообще это тогда сделано? Это как с стриптизершами, смотреть, но не трогать. В общем и целом красиво, роскошно. Практически как наш отель на Катба. Мне кажется, в нем было даже побольше изящества и получше вида. Последний ужин здесь происходил, понимаешь, императора. Ты помнишь? Давай аффирмации, вспоминай свои прошлой жизни. Ты император, бро, ты в роль возвращайся. Помнишь вот этот последний ужин, и вот как все произошло, так и оставили, накрыли просто куполом. Судя по всему, в последний ужин было выпито много водки. Вылизаны все тарелки начисто. Императорский холодильник с мороженым, конечно, здесь присутствовал. Решили по мороженке взять, потому что иначе мы бы вообще тут просто кончились. Очень жарко. Мне кажется, что градусов под 40 сейчас температура. Да, Это фиолетовая мороженка из батата. Вкусно. После небольшой передышки снова отправляемся исследовать императорский этот дворец. Да, что-то подумотало, конечно. И у нас получается после дороги больше 10 часов автобуса было. Я поспал буквально, может быть, пару часов. И, конечно, подвымотал. Вот эта жара еще такая. Ну что мы здесь имеем, друзья? Императорская тропинка, по которой он гулял. Вот здесь императорский теннисный корт, где император играл в теннис. Конечно, визуальная составляющая, да, круто. Масштабно. Нельзя сказать, что здесь прям есть какие-то монументальные постройки. Ну, кроме вот самого форта, может быть, можно, да, сказать в общем, что здесь, конечно, это монументально. Все в общем и целом. Но если вот всматриваться на то, что внутрянка, некоторые элементы просто напрашиваются, чтобы их либо отсюда убрали, например, что вот это за зеленая какая-то будка сторожа. Ну, можно было как-то сделать, ну, подходящий хотя бы по стилю. Не знаю. Есть вопросы некоторые по реставрации, к реставраторам скорее, тому, кто вообще этим проектом занимается. Но ощущение, в общем, такое, что частично этот город, он, может быть, 5% на 5 остался как бы оригинальным, а все остальное, ну, выглядит, как будто уже кто-то начал выдумывать и просто реализовывать какие-то творческие свои проекты. Как-то так. Например, мне не хватает здесь каких-то, может быть, аниматоров. Ну, к примеру, вот представьте, что во внутренних вот этих вот районах ходили бы просто нанятые аниматоры, например, в императорской одежде. Просто, да, с которыми можно было бы пофотографироваться, к примеру.
Ну хотя бы вот это бы тоже добавляло, сделать какой-то красивый кадр можно было. Ну и казалось бы, да, всего лишь добавить сюда 3-4 аниматора, уровень был бы уже выше. Но почему они не смогли до этого додуматься, это уже другой вопрос. Мы все не можем найти этот императорский театр. Мы ходим кругами, при этом мы каждый раз открываем какие-то новые места и не можем найти театр. И сокровищницу мы не нашли. Мы видели что-то похожее на сокровищницу, где были золотые печати, но я не уверен, что это была сокровищница. Кто-то меня прям так укусил дико больно. Императорский комар. Императорский шмель какой-то. Так, здесь что-то есть. Банкетный зал. По-моему, это стол, за которым мы сидели. Итак, друзья, здесь мы можем наблюдать императора за его обыденным рабочим днем императора. Где носильщики? Пора на работу. А вот так, современные императоры ходят сами, своими ногами. Пошел! Ну, вообще, по идее, может быть, когда-то катали здесь людей на этой лодке, но что-то выглядит так себе. Много растений, да, они посадили, смотри, в каждой ложбинке разные растения растет. Куча видов деревьев. И все вот так это получается такая композиция из бонсаев. Смотри, императорский личный мост. Чтобы никто за нами не ходил. Шел 4-й час. Они все так и бродили по императорскому городу в поисках императорского театра. Мы несколько раз уже находили миниатюры этого города, но театр так и не удалось выявить, потому что, смотрите, все, выглядит абсолютно одинаково. И непонятно, что вообще где. В целом места-то очень красивые на самом деле. Смотрите, здесь огромные лотосы прям растут. Смотрите, я такой первый раз вижу. Вот этот еще зеленый, недозревший. Конечно, с некоторых моментов ловится кринж. Например, ну вот глядите, какая старина, да, вот эти вот дерево, какая-то мозаика перламутровая, мороженое, вот это кока-кола. Зачем эти поставили эти холодильники здесь, непонятно. Может быть, раньше здесь люди сидели и попивали прохладительные напитки, прячась от жары. Но почему-то сейчас это не работает. А вот здесь еще собирают деньги на что-то. Тоже непонятно на что. Может быть, на реставрацию всего этого места. Какой-то другой вид лотосов. Смотрите, какой огромный цветок. Просто вау. Что за бутонище? Гигантский. Опа. С него уже листики сыпятся немножко. Нужно вот так, опс, пару листиков взять. Так, еще одна почевальня. Здесь уже посидеть не удастся нам за этими тронами. Так хочется посидеть на этих стульях. Ты можешь сказать что-нибудь по типу «император разрешает»? Император позволяет делать все, что угодно. Все, я вас понял. Император в уединении. Императорская темница. Император проверяет свои сокровищницы. Так, вот здесь мы уже были. Это опять локация из Sirius Sam. Очень выразительно вообще все это выглядит. Прям живописно с этими облаками. Такая мега глубокая картина получается. Мы сейчас в центре находимся этого зала. Если я как-то правильно не знаю даже назвать. И мы все еще ищем театр. Театр стал кошмаром этого дня. Извините, вы тут не видели, где находится театр? Как пройти в театр? Роял театр, 160 метров. Мы где не находим эту табличку. Она всегда говорит прямо. Да, и 160 метров. И вот, кстати, здесь мы тоже не были, смотри. Не были. Пойдем поднимемся наверх. А мы все время так, мы идем к театру, потом такие, о, смотри, что-то слева, и мы Что пошли. происходит? И начали просто блукать. И да, и куда-то это завернули, ушли, и все. Смотри, это что такое? Пахнет едой. Там какие-то руки. У него только что бычок выпал из руки. Это руки императора. Королевские. Какие-то мертвые люди. Я не знаю, там спят, что ли, строители? Это твои люди? Что вы делаете в моих хоромах? Абсолютно непонятно, что здесь происходят. Странные вещи. Причем курят прямо в священных зданиях. Мы опять, если что, отклонились от курса. Ты помнишь, куда нам, в какую сторону прямо? Я уже ничего не помню. Тут одинаковые дороги. Вот эти кусты я помню. Мы их обходили с той стороны. Точно.
Это что, чайник у кого-то кипит, что ли? Да, у рабочих. Походу дела. Так, мы снова в каких-то садах. Есть шанс, что театр находится где-то здесь. Чувствуешь этот запах театра? Туда стрелка желтая была сюда, А теперь она обратно. теперь она обратно. Они водят нас кругами. Короче, мы опять заблудились. Блин, мы должны найти этот театр, бро. Подожди, по карте вот здесь театр. Мне кажется, что мы находимся практически у самого театра, но как бы не в нем. Слушай, мы сидели за этим столом. Да? Сидели, вот эти 3 стола тут были, стула напротив, я помню. Так, значит, вот он театр. И мы почти у цели. Шли часы. И... О! Смотрите, похоже на театр? Мне кажется, что задатки есть какого-то театрального, да, чего-то или нет? Слушай, а мне кажется, что мы уже были возле этого дома. Блять, мы были возле этого дома, я уже все начинаю забывать. Мы уже столько посмотрели, что уже все однотипное становится. Мы в петле в какой-то, бро. Я не знаю, мы уже даже по Google карте просто пытаемся найти этот театр, и мы не можем понять, что за здание и как к нему пройти. Блин, может, я вот что-то не понимаю, народ, но неужели вот просто достоянием императора, вообще целой империи, это вот реально стулья, просто стол, шкаф и какие-то фотографии? Неужели ничего Вон ваза еще. более не осталось? И все? И все? То есть, если после императора остается просто вот какой-то, я не знаю, стулья, то что останется после нас? Я представляю, на каких стульях сидел император. Вот в первом зале, когда мы проходили, где аудиенция проходила, там было что-то похожее на императорский стул. Но вот эти стулья, это какие-то просто обыкновенные стулья, они даже, не дотягивают, я не знаю, до стульев придворного. Так, ну что, вот это получается театр, бро. Мы к нему подходим. Здание с колоннами. Мы его нашли, бро. Да. Это театр. Сколько у нас? Часа 2 просто мы, мне кажется, ходили кругами, долго, петляли. конкретно. Да, вот мы его и видели, вот эту колонну. Ну и что, тянет этот театр на какой-то древний театр? Надо посмотреть, что внутри. А это обычный театр или это драм-театр? Ну, раньше какие были театры? Скорее всего, одного плана, да, когда какая-то пьеса. А И что, там- комедий не было? Ну, это уже жанры. Я имею в виду театр, актеры, Ага. пьесы. О, ничего себе, вот это выглядит мощно. Тут надо раздеваться. Догола. О, ну это просто... Это уже что-то интересное. Бро, не зря мы просто искали эту локацию, ты понимаешь, это самая классная локация, которая здесь вообще есть. Я не знаю, почему вот сразу у меня именно театр запал в душу, когда я на карте увидел слово театр, я именно хотел попасть сюда. И интуиция просто, видите, не подводит. Потому что театр, друзья, это, знаете что? Это вся наша жизнь. И театр всегда это интересно. Здесь какие наряды, в которых они выступали. Есть даже маски. О, маски я вообще обожаю. Смотрите, какие. Можно было бы сейчас примерить. И, кстати, вот опять же, говоря про бизнес, да, который внутри парка, вполне себе можно было бы сделать реплику каждой из этих масок и продавать. То есть каждый человек мог бы взять себе понравившуюся маску, реально участвующую в реальном театре когда-то, в древнем. Почему они не догадались так сделать, я не знаю. Тут еще маска для каждого характера специальная. Да, это что-то типа как китайский театр, называется кабуки. Да, да. Они меняли там маски, но там были у них обычно грустные, веселые, всякие разные эмоции. In the play, типа, вот Behind the Mountain, например. In the play, это, наверное, в сцене, типа. Да, или да, в да. сцене, или, Ой, сколько народу сюда пришло. Слушай, мы можем сейчас, нас здесь так много, что мы можем свою пьесу сыграть. Бонг? Бонг. А, гонг. Я не знаю, можно ли прикрепить, но колотуха лежит. Ты замечал? Есть, можно на второй этаж. Написано, что, вот смотри, стрелочка, женский туалет. А как он, подожди, за шторкой прям находится или что? По императорским. Если я вот так в туалет, что ли, загляну? О, смотри, а вот здесь гримерка костюмерная. То есть, может, здесь проходят какие-то концерты иногда, да? Скорее всего, да, Какие-то дни. Точно есть. Там вон висят костюмы. Такой, как из фильмов ужасов, знаешь, что это дверь в конце. Запах предстоящего представления. Так, ну что-то мы заждались уже нашего представления. Бро, никого тут кроме нас нету. Мне кажется, театра сегодня не будет. Я вообще уже в полусне был. Уже что-то снилось. В общем, пока мы тут тусили, у меня уже успел сесть телефон.
И мы тут просто залипаем на первых рядах, смотрим на эту сцену, на которую нельзя наступать. Тут тишина такая. Да, классно. Реально, мы прям босс этого города. Лучшее здание, где можно присесть спокойно. И еще так все красиво. Мы так поняли, что здесь проходят какие-то представления, может, в особые дни, потому что куча света стоят, софиты, все настроено. Видно, что здесь как бы готово все к выступлению. Только актеров нет. Ну, театр красивый, достойный. Вообще стоит того. Единственное, что из всего, это вот потолок не очень нравится. Какой-то он слишком современный. А так, в целом, очень красиво. Ребят, мы на второй этаж пробрались. Вроде сюда нельзя заходить. Думаю, подсобное помещение какое-то. А что здесь? Ну, как бы это чья-то комната. Да, да. Я думаю, что это гримерка. То есть, ну, когда отдыхают, может, там переодеваются. Ну, прям, блин, пушка-бомба. Вау. А вот здесь что? А вот здесь, ну, как бы так. Подсобочка тоже. В общем, да, это все гримерка. Но и здесь выход на сцену. Где мой народ? Вот так вот, да, друзья. Представляете, кто-то выходит на сцену, сидит столько людей, и все тут представления смотрят. Мне бы было страшно, конечно, выйти. Можно сказать, я на сцене практически. Так, ну что, пора заканчивать эту историю, я уже подустал изрядно. Мы будем потихоньку выбираться из этого императорского города. Время час дня. Получается, 6 часов мы смотрели весь этот закрытый город. То есть за 6 часов, ну, я считаю, что внутреннюю часть мы посмотрели практически всю, может быть, за исключением буквально нескольких каких-то мест, которые мы просто упустили. Но в целом самые важные объекты мы посмотрели, и я считаю, что театр — это был самый важный объект из всех здесь присутствующих. Самый оказался по крутой. Да, это факт. Театр рулит. Конечно, хотелось бы посмотреть здесь представление какое-то, но уже в другой раз. Так, друзья, ну что, у нас концовочка видоса, потому что что-то все это затянулось. У нас такой день получился долгий с переездом. В общем, офигеть, мы уже сменили город за этот день. Успели посмотреть императорский закрытый город и снять видос. Короче, получить массу впечатлений, устать просто офигеть как. И, в общем, хочется сейчас заселиться еще в отель. И, короче, делов дофига, мы остаемся в Хуе еще на 3 дня. Есть еще несколько мест, которые здесь хочется показать. Будет еще второй и, может быть, даже 3-й день. Что-нибудь придумаем по-любому, программу какую-нибудь. У нас, как обычно, программа называется «Экспромт». Все будет само собой придумываться. Спасибо, что смотрите, пишите комменты. Всем, как обычно, люби, добра, счастья, света. Че, мы погнали отдыхать. Да, скоро увидимся. Пока. Театр, блин. Нового актера.